Давайте с вами признаем, что производители беззеркалок нас всех с вами обманули. Вы помните все эти обещания про то, что беззеркальные системы станут компактными, что тяжелые зеркалки больше не придется с собой таскать? Ну, скажем так, тяжелые зеркалки и правда не приходится с собой больше носить, вместо этого приходится таскать с собой тяжелую беззеркалку. Так и хочется воскликнуть: вы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему. Да, они сделали беззеркалки сами по себе компактнее и легче, чем зеркальные камеры. Но вы посмотрите на беззеркальные объективы, которые они выпускают. Эти объективы, они огромны. А если вы хотите подключить старую оптику к вашей беззеркальной камере, то это приходится использовать переходник, что опять же совсем не облегчает систему. При этом Canon очень долго игнорировал выпуск бюджетных объективов для беззеркалок. То есть они на старте продаж выпускают свой 35 мм 1.8. Достаточно небольшой, универсальный, компактный объектив и на то время, можно сказать, даже недорогой. Но после этого у них как отрубило, и пару лет они строгали исключительно топовые стекла за 150, 180, 200 тысяч рублей. Это такие объективы, как Canon 2870, Canon 2470 f2.8, Canon 15-35 мм. Все это очень дорогие, очень большие объективы. И вот, наконец, появился он, будущий лидер продаж в системе Canon. Маленький, недорогой полтинник. Проходи, садись, здравствуй. Вот вы посмотрите это видео, улыбнетесь, а на канал не подпишетесь. И так мы далеко не уедем. Посмотрите, там внизу есть кнопочка такая «Подписаться». Сделайте это прямо сейчас. Спасибо. Итак, наш сегодняшний герой – это 50-мм фикс-объектив с максимальной диафрагмой 1.8, выпущенный под байонет Canon RF. Это значит, что он выпущен для камер Canon EOS R, RP, R5, R6 и, по сути, все. На сегодня больше камер в этой системе нет. Давайте взглянем поближе на этого красавца. Объектив очень компактный, от байонета камеры он выступает всего на 4 сантиметра, весит 160 граммов. Внешне он немного отличается от прошлых версий. Например, передняя линза, посмотрите, она не так сильно утоплена, как у предыдущих объективов. Что касается линз вообще, то схема у нас здесь по элементам и группам такая же, как и была. Это 6 элементов в 5 группах. Но если сравнить старую и новую схемы, то вы увидите, что в принципе у них есть некоторые отличия. Что касается корпуса объектива, он выполнен из простого матового пластика. С одной стороны, это довольно дешево выглядит, с другой, это весьма практично. Царапины на такой поверхности не так заметны, и отпечатки пальца, собственно, тоже. На корпусе имеется лишь один переключатель. Он, в отличие от прошлых версий, отключает не за включение, а отключение автофокуса, а за переключение между фокусировкой и режимом управления. То есть его переключение влияет на то, как будет функционировать кольцо на корпусе. Будет ли оно работать как кольцо фокусировки, или с помощью него можно будет менять один из параметров съемки. То есть на функцию Control мы можем назначить изменение диафрагмы, выдержки, ISO или компенсацию экспозиции. Байонетное крепление тут, конечно, металлическое. Диаметр резьбы под светофильтр 43 мм, и вот за это, конечно, хочется объектив поругать, потому что под такой диаметр очень сложно найти как, собственно, сами светофильтры, так и переходники, например, на больший диаметр. Если вы живете в небольшом городе, то вам определенно дорога сразу на AliExpress за этим всем. Я уже говорил, что объектив компактный, но тут нужно понимать, что когда вы фокусируетесь, особенно на близкой дистанции, то его хобот может выезжать больше даже, чем на сантиметр, соответственно, увеличивая размеры самого объектива. Кстати, что касается фокусировки, про что я изначально забыл упомянуть, я уже говорил про то, что здесь есть переключатель между управляющим кольцом и кольцом фокусировки. Так вот, если на корпусе объектива у вас нету, соответственно, переключения между ручной и автоматической фокусировкой, это значит, что переключение производится в самой тушке. И это на самом деле достаточно необычная история для фотоаппаратов Canon. Обычно все-таки у большинства объективов есть возможность переключения между ручной и автоматической фокусировкой на самом объективе. Бэки объектива нельзя назвать каким-то уникальным, невероятным. Оно, в принципе, достаточно стандартное для подобного рода объективов, ну, для вообще полтинников Canon. Ничего сверхинтересного я в нем не нашел. Но вот за его формирование, особенно на прикрытых значениях, отвечают вот 7 лепестков, которые вы сейчас можете видеть на своих экранах. Также в комплекте, само собой, идет бленда. Купились, да? Купились. Это же Canon, какая бленда.
Этот маленький кусочек пластика вы должны купить отдельно по скромной цене 2990 рублей. Аналогового бленда довольно долго не было у наших китайских друзей, но в итоге все-таки появились на AliExpress альтернативные варианты родному. Кому интересно, ссылочку я оставлю в описании, можете проходить, смотреть, заказывать. Конечно, цена гораздо приятнее, это около 1000 рублей они стоят, но знаете, что было еще приятнее? Если бы Canon положила бленду в комплект. Но знаете, этим иногда балуется компания Nikon, например. Хотя представители Canon, они так смотрят на компанию Nikon, такие не бизнесмены, а но в целом впечатления от этого объектива скорее положительные, тем более, что сегодня он стоит около 18 тысяч рублей, что довольно немного. В принципе, я ссылки на Яндекс.Маркет на этот объектив оставлю, можете посмотреть актуальные цены, потому что, возможно, к моменту, когда вы доберетесь до этого обзора, цена на него уже изменится. Конечно, и по цене здесь можно подискутировать. Кто-то скажет, что использовать слова 18 тысяч рублей недорого в одном предложении, ну, как бы нельзя. Но, понимаете, какое дело? С одной стороны, это самый дешевый объектив в системе РФ, то есть если мы берем родную оптику, ничего дешевле нет. С другой стороны, я могу понять людей, которые говорят, что 18 тысяч рублей за простой полтинник это все равно дорого, потому что они могут сравнить, например, с EF-версией, которая последняя STM была, она до сих пор продается и стоит в районе 12 тысяч рублей. Но опять же, заметьте, да, уже эта версия STM под EF-BNS стоит 12 тысяч рублей, и цена, получается, на нее все растет и растет, и они уже не так сильно отличаются по цене, потому что 18 тысяч рублей, 12 тысяч рублей, но я думаю, что эта разница не столь велика, и она стоит того, чтобы доплатить за новый объектив. Теперь давайте поговорим немного про... Спасибо. Теперь давайте немного поговорим про мои впечатления от этого объектива. Во-первых, я хочу отметить, что эта версия у меня работает гораздо лучше, чем прошлый полтинник, который был EF STM. У меня с ним были определенные проблемы на моем Canon EOS-R. Это касается, например, автофокусировки, то есть она работала действительно некорректно. И я не готов сказать, что так работают все полтинники прошлых версий на новых камерах, но именно моя версия вот показывала такие результаты. Помимо отличной точной фокусировки по сравнению с моим прошлым полтинником, этот объектив меня порадовал своей резкостью, которую у полтинников Canon я раньше не встречал. Причем эта резкость иногда даже бывает избыточная. То есть если вы прикрываете диафрагму, условно до 2,8 или 3,2 там, и начинаете фотографировать портреты, резкость иногда настолько сильная, что это начинает напоминать макрообъективы. Те, кто снимал макрообъективом портреты, примерно представляют, о чем я сейчас говорю. Неудивительно, что макровозможности этого объектива, они стали лучше. То есть, конечно, этот объектив не стал макрообъективом, как в версии 35 мм 1.8 под Bayonet RF или как 85-ка f2.0, но тем не менее его минимальная дистанция фокусировки, она сократилась, теперь это 30 сантиметров против 35, которые были. При этом увеличение максимальное в режиме макро это 0,25, то есть это примерно макро 1 к 4. К слову, у 35-ки макро 1 к 2. Что касается различных искажений, которые этот объектив выдает, то если мы говорим про хроматику, то она здесь достаточно слабая, по крайней мере, она ничем не выдающаяся по сравнению с другими объективами подобного уровня, класса и цены. Если мы говорим про виньетку, то, конечно, она здесь есть на открытых, то есть углы кадра у вас затемняются, но если вы обрабатываете, если вы привыкли обрабатывать свои фотографии в Lightroom, проявлять, то вы там спокойно можете выбрать профиль предыдущего объектива, то есть 50 мм EF STM, и в принципе в большинстве ситуаций виньетка исправится достаточно просто в автоматическом режиме. Что касается видеосъемки, вот сейчас вы, собственно, видите, как этот объектив снимает видео. У меня записывается звук сейчас на внутренний микрофон, на автоматических регулировках. Соответственно, сейчас объектив будет фокусироваться, и вы сможете услышать, какие звуки он издает. Но я сразу хочу отметить, что это STM-мотор, который весьма бесшумный и издает минимальное количество каких-то посторонних звуков. Собственно, в этом его и плюс. Заодно вы можете посмотреть, насколько фокусировка плавная. Да, она не очень быстрая, но она весьма плавно меняет фокус. Нет каких-то серьезных рывков, как в случае с USM
моторами. Что вообще касается видеосъемки, хотелось бы отметить, что очень не хватает мне стабилизатора изображения. Он бы мог позволить мне снимать видео с рук непосредственно. Но, в принципе, вот поставив на штатив, мы получаем достаточно приятную картинку. Сейчас у нас стоит диафрагма 1.8, 1/50 секунды. Специально ушел с солнышка, чтобы у меня была возможность поснимать при адекватных значениях видео на этот объектив. Как я ранее уже говорил, очень сложно найти фильтры, переходники для этого объектива. Мой переходник с резьбы 43/52 идет уже очень долго с AliExpress, примерно 2 месяца. Соответственно, ни один нормальный светофильтр ND-шный я не могу к нему подключить, чтобы поснимать опять же на улице, показать вам картинку с улицы, как это будет снимать. Ну, в принципе, вы сейчас видите, как работает фокусировка на этом объективе в режиме видео, слышите, как фокус наводится туда-обратно. Давайте я выйду из кадра. Потом резко в кадр войду. Не очень быстро он сейчас меня нашел, мои глаза. Но опять же, тут нужно понимать, что я в очках. Это иногда система фокусировки на Canon может сбивать. Хотя в последнее время фокус становится все лучше. Что касается фокусировки, то ее, в принципе, нельзя назвать быстрой ни в фото, ни в видео режиме, но это особенность STM объектива, то есть фокусировка не очень быстрая, но очень плавная. Конечно, USM моторы работают быстрее, но в отличие от ультразвуковых моторов, здесь у нас все-таки фокус плавный и фокус очень тихий. Ну, это, пожалуй, основное, а в остальном это полтинник как полтинник. Для тех, кто понимает, что это за фокусное расстояние и кому оно нужно. Конечно, тут не будет какой-то невероятной резкости прямо на самой открытой диафрагме. Здесь не будет какого-то уникального рисунка боке. Но это рабочий объектив, в котором можно снимать в большинстве ситуаций. И я думаю, те, кто ищет себе именно полтинник и у кого камера вроде Canon EOS R, те не разочаруются в этом объективе. Для меня самое главное в этом объективе, что он позволяет сделать беззеркальную систему действительно компактный, ну, по крайней мере, насколько это возможно. При этом этот объектив совершенно не разочаровывает с точки зрения оптических свойств, с точки зрения резкости. Неплохо себя показывает даже на многопиксельных камерах, таких как Canon EOS R. И, по сути, мне ничего больше от этого объектива не нужно. Ну, наверное, есть какие-то моменты, которых мне не хватило. То есть, если мы опускаем момент с бленды, то мне, наверное, не хватило, чтобы в этот объектив добавили макровозможности, как это было у 35-ки, например. Или чтобы у него была стабилизация изображения. Наверное, это еще более важный момент. Но мы понимаем здесь, что если эти моменты добавить в этот объектив, во-первых, он станет больше, во-вторых, он станет тяжелее, и в-третьих, он, конечно же, станет дороже. А здесь все-таки они попробовали сохранить какой-то баланс между качеством и ценой. По крайней мере, они сделали самый дешевый родной объектив для системы RF, и это уже неплохо. А я не устану вам напоминать, чтобы вы подписывались на наш канал, оценили видео лайком, если оно вам понравилось. Обязательно заходили к нам в Инстаграм и в Телеграм. Мы их совсем недавно ведем, и нам нужна и там ваша поддержка. Спасибо за внимание. И что главное? Главное, делайте правильный выбор.